Давайте вспомним, что было в прошлой серии. Я приехала в Судак, там решила остаться на 2 ночи, чтобы побольше вам показать местные достопримечательности. Сходила в Генуэзскую крепость и прогулялась по тропе на мысе Аучак-Кая. Далее отправилась в Морское. Там, отдохнув, на следующий день поехала в Зеленогорье, но изменив начальный маршрут, поехав через Виноградники. Тем самым не прогадала. Пик этой дороги был одним из самых красивых видов в этом путешествии. Ночевать в этот раз решила в палатке возле горного озера Панагия. Ну а следующий день был самым сложным на этом маршруте. А вот и утро. Спала я крепко, в принципе, в 11 с небольшим уснула вечером. И потом крепко спала, даже не просыпалась. Не замерзла совсем, то есть химические тарелки мне не понадобились. Так, что же у нас там такое за красота? Ага, озеро на месте. Палатка сухая, конденсата никакого нету. Прекрасное место подобрала. Руки мерзнут. Моментально когда достаешь. Не знаю, сколько градусов, интернета нету. Руки мерзнут. Солнце еще больше вышло и еще больше накрыло гору своим светом и теплом. Скорее бы до меня добралось. Наверное, тут не скоро будет, потому что я тут тоже за горой сижу. Хотела кашку поесть, но она такая невкусная. Я не знаю. Очень невкусная каша. Моя овсянушка. Это вообще не овсянка, это какая-то ерунда, если честно. Поэтому я, наверное, съем козинак, у меня есть с арахисом. Козинак с арахисом лучше поем. Также я съела 2 банана, у меня было, оставалось. Думаю, нормально будет. Если что, так это потом еще перекушу по дороге. Сегодня 14 марта и 11 день, как я катаюсь. Хочу ли я домой? Честно, как-то не особо, потому что там еще зима. Ну, вроде как потепление пришло, но все равно снега еще очень много. Особо делать нечего, только дома сидеть. Единственное, что по Диксону соскучилась. Вчера по телефону с мамой разговаривала. Мама на громкую включила, там Диксон у нее чуть телефон не забрал. Тоже соскучилась сильно. Вот полянка после меня. Здесь я все собрала, сумки повесила. Мусор сюда. По дороге сейчас выкину. Там контейнер есть в Зеленогорье. И выдвигаюсь. Тут тоже совсем тепло стало. А время сейчас раз 10 часов ровно. Долго я копошилась, конечно. Так лениво. Кстати, сейчас это подумала, почему у меня сломалась, удар пришелся на эту сумку, почему сломалась рамка. Я раньше вот сюда крепила, на верхнюю стойку сумки. А вот послушала совета, мне сказали, почему ты наверх, на нижнюю рамку вешай. Вот повесила на нижнюю рамку, и поэтому вот заехала вот в эту сумку.
Скорее всего, если бы я вешала сумки, как обычно, на верх багажника, в этом случае эти сумки бы защитили мою наружную сумку. Потому что они были бы выше вот так вот. Это приподнялась бы, сейчас видите, как болтается вот. Выше было бы. И, соответственно, удар бы на них пришелся бы. Это было бы не так страшно, потому что вот эти вот крепежи, они сменные. У меня даже дома есть комплект их. А так, вот пришлось новую сумку покупать за 13 тысяч рублей. Надо все-таки в первую очередь на свой опыт основываться. Если есть свой опыт, то лучше, конечно же, его использовать, нежели посторонний, потому что неизвестно, как он у тебя отыграет. Возможно, у того человека все нормально в этом плане, а вот мне, вот видите, как вот. Это солнечное, оно особенно такое бирюзовое. И последний взгляд на красивейшее озеро. И на эту гордую гряду. Не могу налюбоваться. Прежде чем отправиться дальше, я решила, что пройдусь по урочищу Панагия, но ровно столько, сколько позволит тропа, так как там на пути частые лестницы, где с велосипедом не пройти. Это уникальная и красивая тропа со стремительными каскадами горной реки Арпат. Так, и здесь тоже. Что можно, что нельзя. Какие птицы тут обитают в урочище Панагия? Скворец розовый, цапля желтая, каменный дрозд пестрый. Бурлит и бежит речка Арпат. Пока маршрут проходимый. Но потом вроде бы ступеньки пойдут, там уже не пройти по ступенькам. Красотуля, красота. Речка Арпат журчит себе, журчит. Рвется куда-то вниз, в низовье. Везде урны, здесь есть мангальная зона, там мангал стоит. Посидеть можно, шашлычки поделать. Тут можно прогуляться, посмотреть поближе. Пошла. Водичку чистейшую, природную доберу. Себе в дорогу, чтобы сил давала. Очень вкусная вода. Зря бутылки выкинула пластиковые. Надо было набрать вот тут воду. Хочу покупать. Пить нормальную, хорошую, чистую воду, чем магазинскую. Все, велосипед оставила и пошла маленько прогуляюсь. Судя по всему, это журчит Джунджвука Чокрак 2. Родник. Да, это вот. Все, ребята. Мой веломаршрут тут закончен. Потому что здесь начались лестницы. Только до сюда можно дойти. Там мостики дальше. Вот. Здесь уже спускается родник. Тут также вот кемпинг есть. Да здесь, ребята, если в пешку пойдете, можно, думаю, легко палатку тоже поставить.
таки. Красиво. Ладно, потопала я. Тут вот такая вот дорога. Вот она ведет, да, вот разрушенное здание. То есть вот по ней нужно идти по самой левой дороге. Когда вот после моста проходите, вот там вот мост, игровая площадка, видно. И, соответственно, потом налево поворачиваете. И вот эта вот дорога потом соединяется с тропой, которая ведет на Какосан, на перевал. Забираюсь. Тут коровки пасутся. Надеюсь, что они добрые. Потому что я боюсь, честно говоря, коров. Коровушки, я вас побеспокою, надеюсь. Господи, тут еще выше. Как мне подняться? Не бойтесь, коровки. Ой, господи, как это тяжело. Вот это путь счастья, конечно, не беру. Попробую объезжать. Травы нету. Может, попробую объехать. Хорошо, что коровки хорошие. Добрые. Господи. Я не знаю, как это делать. Это капец просто. Так. Вот так вот. Двигаться по траве. Потихоньку забираюсь. Честно, когда я вчера видела эту дорогу, я надеюсь на то, что это не она будет. Но тут просто... Вот тут вот проселочная дорога, по ней нереально подняться на груженном велосипеде. Поэтому я ищу пути обхода, вот так вот обхожу все, вот так вот, по склону. Ой, да. Фух. Вот я побродить-то побродить. Сейчас еще следующий путь обхода, потому что здесь вот горный уклон. Сумку не забраться, если как снимать. А снимать мне не хочется, потому что у меня там надо сумка закреплена. Сейчас поищу тут более пологий подъем. Может быть есть. Я там обрыв уже. Придется сумки снимать. Походу дела. Ой, вот туда, до высоту мне надо. Так что я сняла сумки. Сейчас 3 сумки этих отнесу, и потом велосипед уже буду толкать. Потому что нереально подняться. Смотрите, какой уклон. И там все выше и выше. Видите, вот там вот уклон заканчивается. А тут я уже поднялась сколько. Это с велосипедом. Все-таки одна сумка тянет тоже назад. Ничего, потихоньку поднимусь так. Потому что ее отцепить я не могу. Потому что она у меня на стяжках. Ну хотя бы так, как говорится. Хотя бы так толкается. Надеюсь, таких толканий будет минимум на моем маршруте. Плечики мои болят. Плечики. Ой, ну зашибись. Зеркало я еще не ломала. Вот это очень печально. Блин, как без зеркала-то ехать теперь? Твою спать.
потихоньку разбираю велосипед. Все лишнее убираю, в кавычках. Все перетащила. Сейчас буду сумки вешать. Здесь вот такой вид. Да, озеро Падагея. Вот, смотрите, горы. Гора Курочка. Вот дорога, куда мне нужно двигаться. Тропа. Сложная. Тоже крутые подъемы будут. Придется, наверное, тоже сумки снимать. Ну, это явно пешая тропа, либо с велосипедом налегке, не сгруженным. Но надо как-то преодолеть этот участок 4,5 километра. На перевале Кокосад. Сложно будет, но не там, где такие подъемы. Сумки стела. И так, с одной сумкой опять. Ну и с работой тоже. Сейчас потихоньку соберусь. Переходами. Равняют эти, кто не сделает, как говорится. Поэтому надо делать. Сейчас потихонечку заберусь сюда. Все, выбрали. Потихоньку, потихоньку. Сумки уже не надеваю, пока не пройду эту гору. Почти через нее. Просто двигаюсь так по тропе. Потихоньку. Поняла, что это бессмысленно. Сумки притаскивать каждый раз одевать. Вообще бесполезно. Поэтому решила так потихоньку перебраться. Так даже легче. Так. Потихоньку. Потихоньку. Так. Максимально осторожно, потому что это обрыв. Конечно, не продолжительный, но сумка или велосипед будет долго кружиться вниз. Так, все. Тут по полянке оставлю.
велосипед, пойду за сумкой. Андрей Бобров, за что ты меня так не любишь? Да шучу. Прикольно. Очень живописно. Очень тяжело, но и очень живописно. Все потому, что если было бы легко, то, наверное, так живописно бы не было. Пошла за сумками. Чем сложнее, тем красивее, как говорится. Да, ребята? Смотрите. Вот там, где маленький домик, оттуда я поднимаюсь. Вон там озеро, за вот этим бугром. Внизу. Там вижу синяя крыша, где я ночевала сегодня. Вот это путь еще мне сегодня предстоит. Вслед за сумками. Подъем. Все, что я люблю. Как я обожаю крутые подъемы. Это прям мое. Прям вообще обожаю. Господи. Ёкарный бабай. Капста. Поехали. Какая-то бесконечная гора. Это капец. И там далеко мои сумочки лежат. Ой, как красиво. Куроча гора сзади меня. Уж не знаю, почему я курочкой называла. Но Куроча. Или Куроча. Сумочки мои. Мне даже сумки тяжелее тащить, чем велосипед почему-то. Наверное, потому что велосипед катится, да? Ну, поехали. Сумки. Вот вы когда-нибудь придумали такую функцию, знаете? Кто-то смотрит, короче, видео, и он подключает какие-то датчики специальные, и он переживает все то же самое. Все тяготы и трудности пути. Неужели это вершина? Неужели вершина? Да? Вершина? Да ладно. Да ладно. Туда будете, может? Нет, не может, потому что здесь вершина. А дальше? Ну, почти вершина. Обрыв, обрывище. Сумки где-то уже далеко внизу. Вот там далеко сумки. И погнали опять.
Неужели вершина? Или верится? Или еще не вершина? Дорога впереди, интересно. Сумки перетащила. Сейчас хочу пойти посмотреть, что там с дорогой дальше. Как-то страда по кругу пошла. Потому что туда дороги нету. Должна быть справа. Это короче. Ага, вижу вся дорога. Наверное, там идет. Ага. Да, вот она идет так. Круговую. Да, вот он обрыв. Крутой. Значит, получается, Велька вот так приду аккуратненько. Ой, красиво-то как. Такие горные породы. А вот тут, смотрите, на дура гоняют. Вот по этому валику перешейку. Такой всегда поражалась, как им здесь страшно. Где тут стоять-то уже голова кружится. Это якорец, не трогай мой велосипед. Блин, школьник колючий. Сейчас самое веселье. Надеюсь, последний подъем. И потопала за сумками. Путище. Сейчас на мотоцикл проехали двое. Получается, слышите, вот так сейчас дорога пойдет. Оп. И вот где лес, вот там вот подъем. Я повезла велосипед. Уже с сумками совсем, наконец-то. Сейчас буду огибать курочек. Медленно, наверное. Тут, конечно, сложновато ее пройти тут. Якорник опять этот. Колючками. Мне осталось 3,5 километра до дороги, которая ведет из Белогорска до Приветова и которая через перевал Какасан. И расстояние до той самой дороги 5,3 километра. Я уже преодолела подъем 496 метров. И 196 метров подъема мне еще осталось. Ну, это ерунда по сравнению с тем, что я уже преодолела. Так что вот, как-то так. 3,5 километра осталось. Сейчас полегче будет дорога.
Я только пошилась, потому что подъем был крутой. Полегче вступать, то что добор стыдит, такой сильный будет. Но уже, в принципе, вижу. Есть, конечно, но я хотя бы сейчас с сумками еду. Точнее, иду. Чувствую себя гордым козликом. Да, дорога такая. Как когда эндуро гоняют, я вообще не понимаю. Это ж капец ведь. Сложно. Страшно. Они, наверное, вообще в детстве смотрят только на дорогу. Тут вообще двое без шлема проехали. Трое даже. Один парень и парень с девушкой. Просто без шлема, без экипировки. Я в шоке, конечно, была. Так, там сложный участок с подъемом. Ой, поднимусь ли? Ой, а тут как спуститься? А тут-то как спуститься? Кабзда. Чтобы вы понимали, почему я сейчас сумки сняла. Очень узкая дорога. Вот, смотрите. Узенькая такая тропинка. А там подъем. Можно покатиться и бах. Поэтому я решила, то, что я сниму сумки. И сначала их протащу, теперь велосипед потащу. Как-то так. Велосипед вперед чуть-чуть пропускаю. Так что я подписалась. Сидим, трендер. Аккуратно, медленно идем. Давай, мой хороший. Аккуратно тут пройдем. Да. Так. Тут прошли. Теперь вверх. Там тоже узенько будет. Что-то задержало меня. Камушек. Так. Камушки. Так, поднялись. Так. Все спускаемся осторожно. Я бы на мотоцикле сюда ни в жизнь бы не поехала. Ай, поцарапалась. Нет. Даже с чемпионом по эндуро не поехала бы. Ни за какие деньги. Участок тяжелый преодолела. Опасный. Так, были сумочки. Сад уже ждут. Поеду с велосипедом дальше и посмотрю, что там. Потом сумки перетащу. Не зря морально к нему готовилась. Я, конечно, не видела, какая дорога будет. Если бы увидела, еще бы 100 раз подумала. На самом деле. Но раз уж взялась, то надо делать. Так, ну здесь уже более-менее. Так, мы ничего огибаем. Ох уж эти козьи тропки. Ой, лучше в лесе смотреть. Потихоньку сейчас топ. Если смотри, Ксения Андреевна. И смотри, тут такое обрывище.
такое обрывище? Бляха-муха. Как я раньше боялась. На кокоса не ходить. Там же, в принципе, дорога, смотри, раз 6. А тут-то капец, просто козья тропка. Просто козья тропка. Надо заехать. Получится. Господи, как-то высоко. Ой, ёпарасоты. Лучше не смотреть влево, не смотреть. Не смотреть влево, не смотреть. Ёпарасоты. Ах. Так. Снимаю сумки, иду. Тут сильно опасно. Или пройду, может быть, потихоньку. Нет, опасно. Очень опасно. Назад, где больше земли. Так, шибко опасно. Так. Сюда, быстро, назад. Так, все, стоп. Стоянка. Поехала. Бляха. Это ж кобзда, господи. Нужно к тем деревьям пробраться. Я не знаю, как я поеду. Даже на велике. Это просто жесть. Очень аккуратно. Как они тут ехали на ботиках? Это ж кобзда. А они точно тут ехали? Да, точно, тут таких дорог нету. Это ж капец вообще, ё-моё. Это вот обрыв. До леса нужно дойти. Там уже полегче вроде бы. Наверное, но это не точно. Капец, блин. Блин. О. Потихоньку, аккуратно. Господи, там как подниматься-то? Ёпарасоте! С моей фобией высоты тут вообще просто капздец. Идти как страшно. Блин. Ой. Извините, что сумка закрывает некоторый обзор. Просто вот так вот оно и вышло. И тут эти ездят люди на мотоциклах ездят. Как они это делают? Я не понимаю. Это же страшно. Страшно и опасно. Перевал Кокосан покажется мне вообще просто смешным. Просто смешным по сравнению с тем, что я сегодня преодолела. Простите, что ракурс ТикТока, но, как говорится, по-другому не могу. Ай, еще колючки
цепляются деревья эти кустарные, колючие. Я хочу уже на нормальную дорогу, пусть с грязью, пусть совсем этим, но, блин, только не такую узкую. Когда это закончится? Так. Ой, Ксения Андреевна. Ксения Андреевна. Это капец, конечно. Так, сейчас тут девушка паркую велосипед и пойду за сумками. Потому что сумки я сняла. Идем здесь вот. Так, здесь смотреть вниз, здесь смотреть вниз. Вроде бы в лес по чуть-чуть уже выбираюсь, наконец-то. Очень сложный переход. Ветер поднялся уже. Ветерочек такой хороший. Он хорошо обдуваемый. Судя по тому, как там сосны шумят. Так. Сейчас сумки там натяну, наверное. Опять. Вот тут уже широкая дорога наконец-то. Надеюсь, не будет опять узкой. Приехала до сумок. Коровки расставили свои ловушки. Так, проезжаю сутки, посмотрим, что дальше. Так, скоро должен быть поворот в лес. Я уже почти поднялась на вершину. Солнышко еще есть даже. Вроде бы. В лес ведь, да? Да, все, в лес. Можно сумку напялить. Сейчас я посажу велосипедик где-нибудь. Это был самый сложный переход в моей жизни. Самый сложный. Я сейчас в лес буду заходить уже наконец-то. Тяжелый физически и эмоционально, потому что я боюсь высоты. А с такими козьими тропками это вообще... Посмотрите, такая красота. Вот смотрите, красота. Вот там, видите, далеко дорога. Я вчера с нее спускалась с той горы. Ну что, куроча, курочка моя, прощаться будем. Все, ухожу в леса. Наконец-то. В скором времени уже пора, так-то уже пора бы искать место под палатку, но пока тут еще все равно уклон, наша более ровная. Ладно, поехала быстрее, уже темнеть скоро будет. Время 6 часов, почти 6 часов, 5 часов, время 5. Через час уже будет темнеть. Надо успевать место себе найти. Желательно выйти на дорогу и там на Какасане уже найти себе место. Там знакомые горы, знакомые, перевальные. Гордо, перевальные. Сколько шишечек тут. Шишечек какой раскидал. И вот внизу эта дорога, на которую мне надо попасть. Она ведет через перевал Какасан. И постепенно я вот так вот спускаюсь. Опять время к вечеру движется, и я на дороге буду Какасановской этой. Так, велосипедик, давай осторожненько. Спускаемся. Так, ага. Интересно.
По плану я решила, что поставлю палатку у дороги, которая ведет через перевал Какасан, в том самом месте, где в первом велопутешествии купалась в горной речке Танас. Но все пошло не по плану. Очень много времени ушло на переход через горы, и оказавшись на перевале, было уже темно. Так я и пропустила отворот на свою стоянку. Птички чего не видно. Решила, что место под палатку поищу по ходу дороги, но так ничего и не нашла. Как же холодно. Так, коты всякие ходят, и собаки, коты. В общем, я психанула, и я в Красноселовке. Как так? Там потом, короче, дорога вниз пошла, и я села на велик, включила фонарь поярче и начала спускаться. И как так спустилась, и я в Красноселовке. Правда, фонарь у меня сел уже. Я уже телефон поставила, я поэтому не снимала, потому что я включила музыку на телефоне и включила фонарь. Музыку, чтобы зверей отпугивать, а фонарь, чтобы светило хоть что-то. Хотя фонарь на телефоне полнейшая ерунда. Вот. И я в Красноселовке. Сейчас подзаряжаю маленько фонарь. Время 8 часов 23 минуты. Я это сделала. Прости меня, Какасан. Да я просто пролетела его, просто пролетела. Ну как я, конечно, осторожно ехала, когда фонарь у меня хорошо горел. Но вот как-то так. Сейчас хочу маленько подзарядить фонарь, доехать до Головановки. Там, может, где-то по пути в поле встану, потому что спать-то хочется как-то. Так, в общем, ничего не нашла, никаких мест под стоянку. И в итоге еду в сторону Головановки. Мне еще осталось 2 километра до нее. От Красноселовки до Головановки там получается 6-4 километра. Вот я еду в темноте, время 9 вечера. Сумасшедшая. Ну а тут все под низ, под горку. Как бы ехать комфортно. Единственное, что холодно. Я подделала себе уже пуховку под низ. Пуховые штаны натянула. Руки замерзают, перчатки надела, но они без пальцев у меня. Хочется даже просто не сколько тепла, а сколько света. Я когда ехала, у меня фонарь садился, я немножко подзарядила его в Красноселовке. Точнее, на въезде в нее. И вот сейчас хотя фонарик есть. Вон там огни этой Головановки уже горят. Все, фонарь опять садится, зашибись. Да, кстати, даже теплее тут стало. В общем, получилось так, что на Какасане я пропустила поворот на тот кемпинг, на который я хотела попасть. И по итогу пролетела его. Там потому что сейчас спуск был. И как бы уже темно было, вы сами видели. Я доехала до Красноселовки. Там сети не было. Мама до меня дозвонилась, она посмотрела в интернете, тоже там негде снять, нечего. Когда я ехала, с одной стороны, получается, гора, с другой стороны, там река. То есть стать тоже негде. Я просто так задубела. Я, короче, достала уже пуховые штаны, пуховичок под низ надела, пуховик под свою мембранную куртку флисовую. Ехала, руки дубеть начали, ноги дубеть начали. Тут уже тепло было, вот руки, ноги очень сильно мерзли. Меня просто уже потряхивать начало. Доехала, короче, я до Головановки. Увидела фонарь, стала под фонарем. У меня потому что опять начал садиться фонарик свой налобный. И это, там ДПСники приехали, спросили, все замерзло? Я говорю, да, замерзла. Я говорю, ты есть где-нибудь, где можно остановиться? Они такие, нету. Вот, и уехали. Потом я видела, там мотоциклист поехал к одному дому, там дом был, короче, это, на заборе было много-много вот таких вот этих светящихся гирлянд. Я такая подумала, поеду, попрошу, может быть, у них можно, у них, наверное, там
большая территория, может там у них поставить палатку. И вот приехала, но они так озадачились, конечно же, потому что необычная такая просьба, время 9 вечера, и я такая тут с бухты-барахты, откуда ни возьмись. И по итогу меня завели, чаем напоили. Я не стала это снимать, вообще не до этого было, тем более у меня камеры разрядились, меня просто очень сильно трясло. Напоили меня чаем с бутербродами, с сыром, с колбасой, горячим таким, с лимоном, с сахаром. Вот. Там хозяйка Елена и муж у нее Виталий. Я у них спросила, можно поставить? Они так озадачились, думали, куда поставить, куда. А видать, не, ну как бы это, не хотели, чтобы я в палатке спала. Видели, в каком я состоянии была, мне просто всю трясло, очень сильно холодно, ребята. Сейчас скажу вам, сколько сейчас градусов. 2 градуса, по ощущениям -1. Но по факту там, потому что речка рядом, это вся влажность очень сильная. Там туман поднялся еще, когда я ехала. Короче, вот так мне просто вот так потряхивало. В общем, отогрела меня Лена чаем горячим. Потом позвонил ее муж и сказал, что можно, что у его мамы можно будет остановиться, она через несколько домов живет. И вот я у мамы, Виталия, Нина, да вот ее. Короче, вот такие добрые люди. Мир не без добрых людей. Абсолютно случайно встретила. Даже не знакомы. Мы там, наверное, полчаса общались, только потом спросили имена. А вот за это я люблю крымчан. Да. Ну вот, в итоге пройдено 21 километр. Набор высоты 743 метра. Еще 2 ночевки. И я в Симферополе. Сейчас поставила там технику заряжать по форбанке. Ладно, буду укладываться. Не буду Нину отвлекать. Она там спать ложится. Завтра в 7 утра надо сворачиваться и уходить. То есть встать обязательно надо в 6 утра. В 6 утра. Потому что она поедет в Симферополь, хозяйка. Она сказала, может тут оставаться, но я уж не буду. Не буду злоупотреблять, тоже поеду потихоньку. Как-то так. Ладно. Всем спокойной ночи. Доброе утро. Проснулась сегодня в 6:30. Пока то все умылась, пока кофе меня хозяйка напоила, накормила, позавтракала. Сейчас тогда уже шла на автобус. В Симферополь поедет, сын пошел провожать Витя. А я пока сейчас тут копошусь, через полчасика выезжать буду, когда солнышко поднимется повыше, чтобы теплее было, потому что 1 градус и заморозки пошли. Вон там заморозки. Мне говорят, лучше езжать по Тавриде на Симферополь, потому что там снег у них. А мне нужно ехать сегодня на Пчелиное. Так-то, по идее, от Красноселовки до Пчелиного у меня следующий пункт Пчелиное, там нужно останавливаться. Но я сегодня больше приеду, потому что до Пчелиного где-то 12 километров. Вот так я вчера обгорела, судя по всему. Ну как бы не болит, ничего, я думала, пройдет через пару дней покрасить глаз. Лоб такой белый, я тут такая красная, а руки то же самое вот. Ладно, сейчас буду дособироваться и выдвигаться уже. Я не стала снимать тех, кто меня приютил, потому что, ну, не знаю, как-то не то, что стесняюсь, но я такая, да, меня так, как сказать, приютили, и тут я буду еще камерой тыкать в лицо, как-то, не знаю, надо как-то побороть себе в этом, может, они были против были, надо бы спросить было. Вот, за магазином наверх поднимешься и потом там дорога Ладно, есть. спасибо Давай, большое. счастливенько, береги себя, смотри, аккуратно. Вам здоровья, счастья. Давай, аккуратно. Спасибо большое, что помогли путнику. До свидания. Ага, вы тоже. И поехали. Бородяга летит дальше.
Саскивай. Ты спаскивай. Солнышки мои. 1,5 года не виделись. 1,5 года. Вы погодите, сейчас я вам дам. Ведь так. Сейчас вот колбасятину купила. Это вот тебе. На, держи. Опа. Кидают меня. Это вот тебе. И вот это тебе, девочка. Девочка, да, держи. Оп. Да, хватай, беги. Хватай, да, белка, да. Довольный. У каждого свой кусок. Свое первое велопутешествие я этих же собак подкармливала. И вот они спустя 1,5 года разбежались такие друг от дружка, чтобы, не дай бог, кто-то у кого-то стащил кусочек. А, ребятули, видите все еще. Так, сейчас на Межгорье еду. Сначала Карасевка, потом Межгорье. Немножко по маршруту поеду, потому что вчера очень тяжелый был переход. Чуть-чуть полегче себе искала дорогу. После вчерашнего. Не хочется сильно крутить. Набор высоты 450 метров всего. Все, немножко расходилась и поехала. Ветер такой ледяной прям. Повод. Руки мерзнут. Немного проехала по полю и сейчас въезжаю в урочище Карасу-Баши. На коня. Ехать в урочище.
добралась до Межгорья. Так-то эта ночевка у меня должна была быть в Пчелином, где-то в зарослях. Но я его сегодня проехала, так как я вчера очень много проехала. Сколько, я не знаю. Сегодня вечером почитаю, какая палатку поставлю. И сегодняшний маршрут тоже посчитаю. Там был немножко другой у меня маршрут сегодня. Но я его маленько изменила, потому что я вчера что-то вообще перестаралась. Вчера очень выматывающий день был. И я решила сегодня такой легкий маршрут себе сделать, чтобы ноги отдохнули. И как-то так вот. По идее, сейчас можно доехать до Красногорского. Красногорская — это следующая, последняя стоянка с палаткой. И на следующий день я уже Симферополь должна быть. Ну, где-то здесь вот между Межгорьем, я думаю, найти себе место под палатку. А завтра, скорее всего, вечером я уже думаю, что доеду до Симферополя. Речка Бурульча спешит, радуется, чистая, такая прозрачная. Кстати, довольно-таки широкая для крымских рек. Потому что у них тут ручейки даже реками называют. Первый раз эту реку вижу вообще. Вообще первый раз. Бурульча. Название какое. В принципе, сегодня я устала. Ну, посмотрим, сколько проеду. Столько проеду. Посмотрю, где тут места есть. Возможно, вот этот лесок, тут дольмены Межгорья есть. Возможно, где-то вот в этом леске и найти себе место под палатку. Еще я обрезала перчатки вот так, чтобы удобно было, чтобы не холодно было. И волосы распустила, потому что уши обгорели очень сильно. Они болят. Не могу не показать напротив меня гроты. Вот там спортивная площадка есть. И пещера. Пещера Кильцыкоба. Вот гроты. Чем-то они напоминают уже Бахчисарай. Красиво, да? Да, сейчас будет замок уже. Кайнаут. Виды, конечно, красивые. Давайте взять. Так, вот замок. Кайнаут. Только посмотрите на эту красоту. Это Межгорье. Так, здесь можно даже. Прекрасное место. Здесь, наверное, будет видно меня. Сейчас тут эндуровцы начнут как гонять. Ладно. Тут стану. Нормально, в принципе. Обойдут кабаны. Вот тут идеальное вот просто место под палатку.
Все, спальное место разложила, все разложила, осталось только приготовить покушать. Покушать не особо хочется вообще, я что-то так, пока копошилась, перехотела есть. Тем более днем ела протеиновые батончики. Решила пищу богов поесть. Буду бич-пакет есть. Также Ирина Геннадьевна мне положила мясо, кусок бекона, то есть вот такого вот, из которого я обычно делаю жарю с картошкой. Его сначала его обжарю, потом с картошкой. Уже ела в своих походах. Ну и, конечно, по экипировке по-любому будешь спрашивать, что на такую погоду одевать. -3 было и до +14. У меня с собой кепка моя для вечеров или для более прохладной погоды. Есть шапка, но обычно я в ней сплю. И мой любимый баф, который уже 2 года со мной. Он на флисе идет. Его, получается, когда ветер сильно был, одевала, получается, сверху вот так вот. Вот так, то есть закрывала. Потому что если, допустим, одевать чисто шапку, то солнце слепит глаза, и глаза очень сильно устают. Поэтому вот самое то. Вот так надели и носите. Потом перчатки у меня с собой флисовые, варежки перчатки были. Я сейчас там далеко, не буду их доставать. Такие перчатки. Тут, короче, флис внутри тоже легкий. Но я их обрезала сегодня, чтобы удобнее было камеру включать и выключать. Вот. Но они ветер как бы хорошо держат. Мне понравилось. Далее у меня с собой пуховые штанишки. Вот они вот так складываются. Это вечерами. Это я сегодня одену, потому что сейчас в лосинах, весь день в лосинах ноги все равно устают. И на ночь я одену пуховые штанишки. Так я с собой из флиски, ой, в смысле, из термобелья только взяла вот с легким флисом. Термушка такая вот утепленная. Я ее только сверху сегодня надену. Ну, в смысле, сверху, вверху, в смысле, верхней части своего тела. Потом, что у меня еще тут есть? Так, пуховка есть легкая, но она идет, получается, синтетический. Тут это пух, она вот так складывается. Вот, тоже вечерами, потому что вечерами прохладно бывает, или когда с утра. Короче, она сматывается тоже компактно. Когда холодно, я вот вчера, допустим, когда ехала, ее уже поддела, но все равно я уже успела замерзнуть, потому что прям вообще влажность дикая была. И ветра. У меня только флиска под низом, футболочка и курточка это. По поводу куртки, это мой любимый бренд Born Outdoor из Кирова. Наш, то есть бренд не Китай какой-то, а наш делает. Очень классно делают. У меня от них есть 2 штанов. Одни утепленные. Но я их ни разу не носила, потому что я тогда пополнела. Ни разу не делала такого же цвета, кстати, моего любимого цвета хаки. Но сейчас я в них вообще влечу только так. А уже лето. Практически скоро. Ну, весна, в смысле. Лето в Крыму уже скоро. Вот. Также у них есть мембранная курточка голубая. Вы видели не один раз. Я прошлое крымское зимнее, весеннее путешествие в ней была. Под низ, когда холодно было, ну совсем уж когда холодно, вот эту пуховку поддевала легкую. Она легонькая совсем. По весу тоже компактно складывается, удобно брать с собой. И комбинезон, в котором я была на перевале Дятлова, очень классный. Я, получается, тогда даже провалилась в воду. Видели это видео? Кто не видел, посмотрите обязательно во второй части перевала Дятлова. И там получается то, что у меня нога вот выше бедра, даже вот до сюда где-то ушла под воду и она сдержала. У меня была нога абсолютно сухая. Плюс у меня там обувь была мембранная, соломоновская. И она как бы тоже за счет этого вообще нога не намокла. Хотя там постояла несколько секунд даже. То есть классный комбез. Видели его. Только я про него не рассказала. Обязательно еще расскажу. Потом в этой куртке что мне понравилось. Сейчас покажу. В отличие от моей голубой куртки, я вот себе приобрела вот такую вот. То есть получается тут вот софтшелл идет, мембрана. Ветер влагу держит. Проверено уже мною. Я вот первый раз ее надела в это путешествие. И
разная погода была абсолютно. Ветер прекрасно держит, даже когда такой порывистый ледяной ветер не пропускает вообще никак. Внутри тут, видите, флис. Прошлый зимний-весенний у меня без флиса такая же курточка есть. Тоже от Буона Outdoor. А тут внутри получается флис, она более как бы тепленькая идет. Решила ее взять, чтобы лишний раз пуховку не надевать. А в прошлый раз, от зимней-весенней, я пуховку частенько поддевала, потому что все-таки та курточка на более теплую погоду. Но опять-таки, вот в чем плюс таких вот курточек, что можно несколько слоев делать и играть. То есть, если будет жарко, то можно снять, допустим, пуховку и в этой ветровке ехать. Вот. А здесь получается куртка вот с флисом, и она более теплая. Дождь был, снег был, она все выдержала прекрасно, мне это тоже очень понравилось. Плюс вот эта куртка, что еще выдержала? Колючки. Я проходила через такие дерби и постоянно царапалась, особенно вот это вот левой рукой, и хоть бы хны, вот тут колючка какая-то все отпала. Вообще нисколько не повредилась куртка, то есть она, можно, не знаю, через какие колючие деревья проходить, но ей вообще все нипочем. Классно. Тут я шеврон сама уже прикрепила, вот он тут цепливается. Тут у них свои шевроны тоже есть у Буона Outdoor. А тут я себе сделала специально. Вот. Я этот шеврон и на голубую куртку делаю, и на комбинезон тоже клею. Ну, не клеят, это на липучке приделываю. В общем, классный бренд. Рекомендую. Далее, погнали. Что у меня еще? Еще у меня обычные лосины. Это без начеса, без всего. Лосины предпочитаю, потому что в них очень удобно ездить, ходить, бродить по горам, хоть где. И как бы не сковывать движения, их не чувствуешь абсолютно на себе. Классные тоже, знаете, уже не первый год я в них хожу, мне даже часто писали комментарии, когда ты уже купишь новые лосины. По обуви. У меня это мои любимые осолики. Они, как получается, для походов, походные, трекинговые идут. Мембранные, Гортекс. На Гортексе, то есть влагозащищенные полностью. В принципе, никогда их не промачивала. Уже, наверное, второй сезон, что ли, в них. Нет, вру, уже третий сезон в них хожу. И прям вообще рада. Тут, кстати, что-то у меня откололось. Но это я уже куда-то что-то порезала. Но сама подошва-то целая. Видите, как защищены носки. Тоже от ударов, если мало ли, допустим, ударишься об камень. Тут они это прорезинены тоже. Прекрасные. Прекрасные ботинки. Носки. Носки у меня такие двое были. Одни я такие брала. Обычные, ну это слегка утепленные. Обычные носки. Обычных носков брала 3 пары. Остались у меня последние, потому что другие выкинула, потому что постирать негде было. Думаю, Вот мой лайфхак годный. Если, допустим, вы где-то в велопутешествии или по жаре, да, когда все равно ноги потеют, да, устают, постирать, допустим, негде, да, или если, допустим, межсезонье, да, вот где вот сейчас постирают носки, просто потом выкидывайте их и в ближайшей деревне покупайте новые. Они стоят там рублей, 50. Также у меня с собой пуховые носочки для сна. Какой-то китайский бренд, не помню какой. Это где такие. Всегда их с собой беру. Очень хорошо. Даже можно выходить на улицу, к примеру, и переобуваться. Подушка моя несчастная, которую я терпеть не могу, потому что ее накачивать ужасно. Была у меня хорошая подушка, ее Диксон съел. Естественно, этот фонарик мой любимый, легонький Феникс. Пауэрбанки, получается, вот у меня на 30 тысяч один и 3 на 20 тысяч у меня с собой. Подзарядила вчера практически 3 пауэрбанка себе, когда была в гостях у Ирины Геннадьевны. Какая-то как китайско-корейская штука одна у меня осталась, остальные выкинула, потому что лишний груз. Мне они не пригодились, но на всякий случай одну оставилась, и мало ли сегодня будет холодно. Так, что еще? Спальник. Спальник у меня до минус 10, пуховый. Мой коврик надувной терморестовский, всесезонный. И палатка Аргумент Монтаур 2. Что мне понравилось, то что вроде как бы влажность, да, была, когда вот я позавчера ночевала, но вообще никакого конденсата не было, только внизу на футпринте было, и все.
Футпринт я тоже поставила опять сегодня, постелила. Ну, вроде бы все рассказала. Вроде бы про все рассказала, про свою экипировку. Сейчас, наверное, буду переодеваться в теплое. Она уже пуховочку надеть и пуховые штаны переодеть. Вот эти вот снять лосинки свои. В пуховые переодеться. Сейчас я покушаю и посмотрю километраж. И вам расскажу, сколько я сегодня чего прошла и сколько мне завтра осталось. Завтра я планирую приехать уже в Симферополь и завершить это путешествие. Интересно, почему вот кто вот на Андору гоняет, они всегда вечером гоняют. Сегодня воскресенье. Вот всегда вечером после 6 часов. Вот. И даже когда темно. Ребята, вот кто ездит на Эндуро, скажите, пожалуйста, почему так? Смотрите. Пар изо рта идет, уже похолодало. А здесь все равно только холодок идет. Надо было все-таки флисовый коврик с собой сейчас захватить. Ну хотя опять-таки у меня всего 2 ночевки в палатке в этом путешествии. Все из-за того, что большую часть пути я шла вдоль моря, а там особо-то не переночевать в палатке. Как-то так. Потому что, ну, в это время года, потому что там холод, влажность от моря ужасная. Вот. Если от речки, то такая влажность, от моря тоже тем более. Поэтому у меня все были ночевки именно что в гостевых домах. Вчера вот хотела с палаткой стать, но как-то пропустила свой поворот. Вам, наверное, интересно, почему именно я решила бич-пакет заварить. Не только потому, что мне лень готовить, но еще потому, что вот этот вот острый. И как раз таки тепло мне от него будет нормально. Остренький бич-пакетик. Бульончик еще попью и согреюсь еще больше. Смотрю карту. Вчера у меня по итогу вышло где-то 24 километра вместе с тем, что я еще отъехала туда к водопадам, к началу вот этой тропы водопадной. Но там у меня был очень сложный подъем, 670 метров. А все вместе 743 метра подъема у меня было. Даже больше, если учесть, что я там еще до Головановки ехала, там тоже подъем был. Где-то 760 метров подъема у меня вчера было. Очень тяжелый маршрут. А сегодня я проехала 30 километров. 30-очку сделала. Завтра мне предстоит преодолеть 35-40 километров, в зависимости от того, где я сниму себе гостевой дом, куда я заселюсь. Потому что я вечером приеду, планирую заселиться куда-то в гостевой дом, возможно, в один из тех, в котором была уже в гостиницах. И послезавтра с утра еду к Андрею Боброву. Надо ему сейчас час написать, потому что все, завершаю маршрут. Оставляю у него велосипед. И послезавтра же отправляюсь в Ялту. Уже на рыбалку, отдыхать уже. Ну, может, чуть-чуть поснимаю, подсъемы сделаю какие-то и все. Вот такой план. Я, наверное, уже приготовила, сейчас буду кушать. Уже почти стемнело. И я закрываю палатку. Очень влажно. И холод такой пронизывающий. Прям вообще. Видите, пар изо рта идет. Стоит только руку достать из спальника, моментально замерзает. Также замерзает нос. Я напяливаю баф на нос, чтобы не мерзнуть. Натянула здесь вот на спальник конденсатник, чтобы не отсырел спальник и чтобы было еще теплее. Ладно, буду укладываться. Всем спокойной ночи.
Собрала свой лагерь, сумки повесила, мусор тоже в пакетик убрала. Так чистенько там осталось после меня. И все, можно выдвигаться последние 30-35 километров и окончание маршрута. Да, такое ощущение, будто бы я год назад его начала. Впереди Мазанка, одно из последних поселений. После нее я частично выйду на Тавриду. И Симферополь уже рядом. 17 километров осталось. Я на последнем издыхании, честное слово. Устала за это путешествие по горам, по полям. Сейчас бы в горячую ванну. Скажу так, это, наверное, самый сложный маршрут, который у меня были. Физически. Самый сложный. С этими подъемами, с этими горами. Конечно, он и очень красивый, наверное, самый красивый маршрут, который у меня когда-либо был. И оно того стоило. Сейчас я возьму волю в кулак и добью эти 17 километров. Ну, конечно, путешествие было классное. Несмотря на то, что очень сложно порой было, но оно того стоило. По завершении путешествия я собиралась отдохнуть несколько дней в Ялте, а велосипед и сумки оставить в Симферополе у Андрея Боброва, так как поезд до дома был именно из Симферополя. Андрей предложил, что сам заедет в гостиницу за моими сумками и велосипедом, чему я была очень рада. Давай велосипедик до 20 числа. Вот такой бардак у него творческий. Сейчас я кратко расскажу. С утра я отправилась в Ялту. Там я планировала провести несколько дней, отдыхая и наслаждаясь морем и городом, ставшим уже таким родным. Наконец-то было тепло. Я ощущала солнце каждой клеточкой своего тела и даже не верилось, что я завершила этот маршрут. Лишь иногда меня накрывали воспоминания о том, что я прожила в предыдущие 12 дней. Иной раз мне казалось, что с тех пор прошло много лет, или же мне все это приснилось. Но видеокадры на карточках памяти меня каждый раз возвращают в те удивительно красивые места. Каждое путешествие нас меняет. Они наполняют нас опытом, силой, красотой, радостью или грустью. И это нормально. Это никому не подвластно изменить. Но когда на твоем пути попадаются добрые люди, ставшие хорошими друзьями, что бы ни случилось в пути, ты точно знаешь, что это путешествие было удачным. Ну а какое будет следующее путешествие? Поживем, увидим.